Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 1 рубль 1898 года. Рубли образца 1898 года были введены в обращение в ходе реформы и оставались законным средством платежа до 8 сентября 1922 года. Выпускались без изменений, с разными подписями, при царском, временном и советском правительствах. Дизайн выполнен по образцу рубля 1895 года, но надписи обеих сторон были заменены новыми, соответствующими условиям проводившейся реформы. Цвет – коричневый, светло-коричневый, синий. Размер банкноты – 151 на 89 мм. Водяной знак – ромбы, образованные светлыми и темными треугольниками, внутри которых такие же ромбы, но меньшего размера. Лицевая сторона состоит из архитектурных элементов. 4 колонны с растительным орнаментом и гербами стоят на основании и поддерживают верхнюю часть портика. Вокруг прямоугольная рамка с фоном в виде волнистых линий. Наверху между двумя квадратами с узором из переплетенных нитей имеется надпись «Государственный кредитный билет». Ниже между двух центральных колонн изображен занавес, на котором вверху крупно 1 рубль, ниже четырехстрочная надпись. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы. 1 рубль равен 1,15 империала, содержит 17,424 долей чистого золота, под надписью подписи управляющего и кассира. Между двумя левыми колоннами изображен малый государственный герб Российской империи образца 1883 года. Сверху и снизу растительный узор. В самом низу серия и номер банкноты. Между двумя правыми колоннами находится вензель Николая II, в круглой рамке с императорской короной и лентой Андреевского ордена наверху и 3 римскими цифрами 1. Между цифрами и короной находятся 4 надписи. 1 рубль. Сверху и снизу рамки расположен растительный узор. В самом низу серия и номер банкноты. В нижней части посередине в прямоугольной рамке, оформленной ракушками, находится год образца, 1898. Оборотная сторона полностью выполнена в едином светло-коричневом цвете. Вокруг прямоугольная рамка, состоящая из переплетенных линий с микротекстом. 1 рубль. Посередине в рамке находится крупный круглый элемент, образованный переплетенными линиями, наложенный на перекрещенные ветви лаврового дерева и дуба. Внутри элемента имеется центральный круг с изображением малого государственного герба Российской империи образца 1883 года. Между внешней и внутренней частью повторяющийся текст. 1 рубль. Слева от центрального элемента рисунка большая стилизованная цифра 1, на которую наложено слово «рубль», выполненная по диагонали. В правой части фигурная рамка с надписью: первое, размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Второе, государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. Третье, за подделку кредитных билетов виновный подвергается лишению всех прав в состоянии ссылки в каторжную работу. Государственный кредитный билет 1 рубль 1898 года является одной из самых дешевых банкнот времен империи. Ошибочно считать, что данный кредитный билет выпущен именно в 1898 году. В 1898 году состоялся первый выпуск, а впоследствии банкноты уже печатали по этому образцу. Вообще, стоимость таких банкнот зависит в основном от подписи управляющего на лицевой стороне банкноты. Первым управляющим был Плески с 1898 года. Банкноты с его подписью сегодня стоят около 1500 рублей. Это при условии, что кредитный билет имеет хорошее состояние, а в превосходном состоянии цена составляет 14 тысяч рублей. С 1903 года управляющим был Тимашов. Банкноты с его подписью сегодня имеют стоимость около 2500 рублей.
при условии хорошей сохранности. Боны в прессе могут стоить 15 тысяч рублей. С 1910 года управляющий Коншин. Банкноты с его подписью сегодня являются дорогими. Средняя цена – около 8 тысяч рублей при условии хорошей сохранности. А в идеальном состоянии цена доходит до 50 тысяч рублей. С 1914 года управляющий Шипов. Именно с подписью Шипова встречается большинство банкнот 1898 года. Цена за одну такую бону – около 150 рублей за штуку при условии хорошей сохранности и 600 рублей в идеальной сохранности. Банкноты с подписью Шипова, но с упрощенной нумерацией, серия Н, В, выпускались и в годы временного правительства и советской власти. Их тираж был гигантский, поэтому стоимость этих банкнот чуть поменьше, нежели шестизначных. Но здесь имеются редкие комбинации серия номер, например, с НВ-500 по НВ-524. Подписи кассиров особого влияния на стоимость государственного кредитного билета 1 рубль 1898 года не оказывают, хотя некоторые коллекционеры собирают их и по подписям кассиров. К примеру, даже с подписью управляющего Шипова, но за подписью кассиров Богатырева, Михеева или Шмидта. Банкноты являются редкими и имеют очень высокую стоимость. В реальности же, продать простые банкноты возможно только при условии отличного состояния, но и просто в хорошем состоянии при условии, что банкноты относятся к нечастым и редким вариантам. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!